Приветствуем вас, дорогие подписчики и гости на канале Знамения. В данном видео вы узнаете информацию о том, какие дни будут наиболее благоприятными, а какие неблагоприятными в июне 2022 года. Знать это будет полезно абсолютно каждому человеку, ведь в таком случае можно составлять планы и знать, что все ваши начинания будут иметь положительный исход. Приятного просмотра! Не забывайте подписываться и нажимать на колокольчик, чтобы быть первыми зрителями. Луна имеет сильное влияние как на физическое, так и на психоэмоциональное состояние человека. Определенные лунные дни как нельзя лучше подходят для свершения новых дел, для заключения сделок, улучшения состояния здоровья. Неблагоприятные же дни могут подпортить даже самые продуманные планы. Подробный точный лунный календарь на июнь 2022 года поможет вам жить в гармонии с окружающим миром и с самим собой. Вы точно сможете узнать, когда будет ближайшее новолуние и полнолуние, дата, какого числа, точное время. А также поможет подробно и правильно узнать, какая сейчас фаза Луны, когда будет растущая или убывающая Луна, молодой месяц, какой лунный день или лунные сутки, когда будут благоприятные дни или неблагоприятные дни в июне. Но мало кто задумывается о том, что Луна управляет всеми сторонами нашей жизни. Поэтому необходимо знать о сильных и слабых фазах планеты, чтобы правильно планировать свою жизнь, определить день свадьбы или устроиться на работу, начать ремонт или лечь на операцию. Нужно заставить Луну работать на себя, чтобы достичь успеха как в любви, так и в бизнесе. С 1 по 13 июня и 30 июня – растущая Луна. С 15 по 28 июня – убывающая Луна. Полнолуние. 16 июня в 21 час 56 минут. Новолуние 29 июня в 5 часов 53 минуты. Дни растущей Луны – это хорошие, благоприятные и удачные дни, можно начинать любые новые дела. В эти дни можно строить планы на будущее, принимать важные решения, это самое благоприятное время начинать диету, худеть, начинать бороться с различными вредными привычками, бросать курить. Удача и успех в бизнесе и в вашей личной жизни будут обязательно сопутствовать вам в благоприятные дни растущей Луны. Благоприятные дни в июне 2022. В дни, когда энергетика Луны наиболее положительная, любые новые начинания увенчаются успехом. Вы сможете достичь успехов в любой важной для вас сфере. В лунном календаре на июнь 2022 есть максимально благоприятные дни, когда вероятность успеха повышается. Благоприятные дни в июне. 9, 16, 19, 30 июня. 9 июня 2022 года. Луна в Весах. 10-й лунный день. В эти сутки можно не только мечтать по-крупному, но и делать первый шаг в направлении задуманного. Символ этого дня – фонтан. Энергетика настолько мощная, что помогает осуществлять запланированное. Не стоит сидеть сложа руки. Удача улыбнется активным и динамичным. Один из самых лучших дней месяца, чтобы внести в свою жизнь изменения к лучшему. Прислушивайтесь к интуиции, она поможет выбрать правильное направление. Вы сможете обнаружить скрытые таланты, а творческие люди испытают прилив вдохновения. 16 июня 2022 года. Луна в Козероге. 17-й лунный день. В этот день можно ожидать приятные перемены в личной жизни. Хорошие сутки для начала отношений, заключения брака. Одиноким следует отправляться на свидание. День избавления от устаревших привычек, которые могут тормозить ваше движение вперед. В профессиональной деятельности вы можете насладиться первыми плодами своих трудов. Накопленный опыт и силы пускаются на реализацию давних задумок. 19 июня 2022 года. Луна в Водолее. 20-й лунный день, день преодоления препятствий. Вы сможете решить наболевшую проблему и найти ответ на вопрос, который не давал покоя. Удача на стороне смелых людей, которые действуют решительно. Честные и добрые сегодня могут рассчитывать на щедрые подарки судьбы. Вселенная возвращает свою утраченную энергию. А вот хитрецы и манипуляторы должны остерегаться. Этот день окажет влияние на весь последующий период лунного цикла июня. Его определяют поступки и действия. Пришло время определиться со своими истинными желаниями и с добрыми помыслами воплощать их в жизнь. 30 июня 2022 года. Луна в Раке. 2-й лунный день. В этот день важно быть внимательными к деталям и не упускать из виду ни единой мелочи. Открываются возможности, которые помогут изменить текущую ситуацию к лучшему.
От планирования лучше переходить к действиям. Хорошо в этот день оказать помощь тем, кто в ней нуждается. Добрые деяния окупятся старицей. Неблагоприятные дни в июне 2022. Негативная энергия небесного светила в эти дни может украсть благополучие и навлечь беды. Стоит проявить осторожность и быть предельно внимательными. Самые опасные дни в июне: 21, 22, 28 июня. 21-22 июня 2022 года. Луна в Рыбах до 6 часов 43 минут и в Овне, 23-й лунный день. В начало последней фазы лунного месяца нужно подводить итоги и анализировать свои достижения и ошибки, не предпринимая активных действий. Повышается вероятность конфликтных ситуаций. В этот день общение с окружающими нужно снизить к минимуму и избегать незнакомых людей. Не позволяйте вовлекать себя в интриги как в личной жизни, так и на рабочем месте. Стоит завершить все начатые дела и то, что откладывалось в долгий ящик. 28 июня 2022 года. Луна в Близнецах, 29-й лунный день, финал лунного цикла, один из самых опасных дней месяца. Люди склонны к негативным мыслям, беспричинной тревоге и апатии. На поверхность выходят скрытые темные желания. Агрессивная энергия дня увеличивает вероятность несчастных случаев, краж и потерь. Крайне неудачный день для новых начинаний. Они обречены на провал. Сегодня лучше минимизировать активность, заняв позицию наблюдателя. Обратите внимание. Даты, которые не упоминаются в данном видео, относятся к нейтральным. То есть их нельзя назвать ни плохими, ни хорошими. Приветствуется стабильность. Можно заниматься хорошо налаженными делами, развиваться, учиться и заниматься своим здоровьем. Вместе с тем не рекомендуется принимать поспешных решений и подпускать к себе слишком близко незнакомых людей. В июне случится сразу 3 особенных астрономических явления, которые обладают уникальными свойствами и влиянием на людей. Какие-то из них в большей степени окажут влияние на карьеру и работу, а какие-то на все вопросы, касающиеся чувств и эмоций. Чтобы не попасть в просак и получить максимальную пользу от каждого из событий, важно понимать, какими свойствами они обладают и что в эти сутки лучше не делать, к чему относиться с осторожностью. 16 июня 2022 года в 21 час 56 минут по времени Москвы, в пятницу, Землю озарит красивое полнолуние, которое с давних времен называют клубничное. Названо оно так в честь сбора ягод, которые в Америке к этому времени уже наливаются соком и поспевают. В Европе же июньское полнолуние обладает цветочным названием, а именно полнолуние роз, поскольку к 16 июня начинают яркими бутонами повсюду распускаться красивые розы. Данное полнолуние пройдет под покровительством зодиакального созвездия Стрельца и окажет положительное влияние на многие аспекты жизни. Например, тем людям, что уже давно наметили себе какие-то цели, но почему-то до сих пор их не реализовали, ягодное полнолуние даст хороший толчок и позволит взяться за отложенные планы с усердием и напором, достигая в них невероятных результатов. Однако стоит понимать, что каждое свое решение стоит взвешивать и обдумывать, чтобы не случилось непоправимых ситуаций. Например, полнолуние в Стрельце может не только благоприятно сказаться на ваших делах, но и может подтолкнуть на необдуманные и опрометчивые поступки, стать причиной массы проблем и недопониманий, конфликтов, споров и ссор. В этом случае старайтесь соблюдать баланс и гармонию между разумом и этой энергией, которую оказывает Луна в полной степени своей освещенности. Также не забывайте и о красоте. В этот день отличный результат дают процедуры ухода за собой, творчество и открытие каких-то новых знаний, формирование умений и навыков. Пробуйте что-то новое, совершенствуйтесь и не бойтесь меняться. 21 июня случится самый длинный день в году, который с давних времен обладает особым мистическим флером. Все эмоции в день летнего солнцестояния будут находиться на пике, а также повысится вероятность встретить свою любовь и судьбу. Старайтесь присматриваться к людям в этот день и наблюдайте за теми, кто оказывает вам знаки внимания. Однако не забывайте и о разуме. Тщательно взвешивайте свои слова и решения. В день летнего солнцестояния может произойти множество неожиданных событий, потому будьте готовы к сюрпризам. Первое летнее новолуние под покровительством Рака произойдет 29 числа 2022 года в 5 часов 53 минуты по времени Москвы. Астрологи относят его ко времени стабильности и порядка, которое идеально подходит для продуманной и отлаженной работы, для урегулирования важных административных вопросов. Также стоит отметить,
что в это летнее первое новолуние у многих людей обострятся индивидуальные эмоциональные реакции, в результате чего любое даже незначительное событие может вызвать в человеке бурю эмоций. В такие сутки важно особенно сильно себя контролировать, чтобы не наломать дров, не вернуться к людям, которых вы уже отпустили из своей жизни. Чтобы проще понимать себя и принимать действительно вокруг, осознать, как загладить вину или избавиться от последствий тех или иных ошибок, следует заглянуть в себя. Это можно сделать с помощью медитативных практик, например, йоги или прогулки по лесу. Такие действия помогают отрезвить голову, погрузиться в себя и найти первопричину проблем, а также их решение. Теперь у вас есть целостная картина того, какие дни в июне 2022 года будут считаться благоприятными, а какие неблагоприятными, ведь в лунном календаре все расписано довольно подробно. Конечно, запомнить все это сложно, да и в этом нет необходимости. Поэтому обращайтесь к лунному календарю тогда, когда вам будет это нужно.